Друзья, всем пламенный привет в школе трейдинга и волнового анализа 89 Waves. У нас курс «Начинающий трейдер». Это первый вводный урок. Начну я с организационных моментов. В конце каждого из уроков вам предлагается пройти тест. Проходить тест этот сугубо обязательно, потому что просто знания, которые не подкреплены практикой, они не становятся навыками. Знание не равняется навыки, поэтому проходим тест. Курс этот совершенно бесплатный, доступ к тесту тоже совершенно бесплатный. Если вы смотрите нас на YouTube, это видео, то в конце, в самом, я расскажу, как попасть на нашу обучающую платформу и пройти этот самый тест. Пожалуйста, переходите, не ленитесь, не стесняйтесь, и все будет хорошо. Ну, а если вы уже находитесь на нашей обучающей платформе, то рад вас приветствовать. Из этого урока вы узнаете, что такое волновой анализ, я вас с ним кратенько познакомлю, расскажу, что волновой анализ это просто, и расскажу вам, что такое вообще волны, ну и кратенько про нулевую точку. Но вообще вы, конечно же, уже знаете, что несколько видов анализов рынков бывает. Я подробно рассказывал на вводном стриме, на нашем вводном вебинаре про то, что бывают несколько подходов к анализу рынков. И по сути своей все они это просто частные методики. Единственной методологией, которая позволяет прогнозировать движение цен, является волновой анализ. Я очень кратко пробегусь по каждому из них, чтобы вы вспомнили, о чем речь. Во-первых, фундаментальный анализ, он сводится к тому, что вы ищете те или иные факторы. Большая проблема этой методики заключается в том, что эти данные, они не создают трендов. То есть вы знаете, что у компании хорошая отчетность, даже если у вас есть инсайдерские данные, что компания хорошо отчитается. Но далеко не факт, что эта компания будет расти, потому что рынок суммарно может падать. Или может на нее влиять еще какие-то вещи, кроме отчетности. Там, может, какие-то есть негативные ожидания, есть что угодно. То есть вы никогда не знаете всех данных. Вы не можете принять качественное решение. То же самое и со странами. Страна может быть 10 раз прекрасна и показывать рост ВВП, а ее валюта будет девальвироваться, предположим. Вы никогда не поймете причины этой девальвации. Не только макроэкономических, но и таких, которые лежат буквально на поверхности. Для некоторых стран, например, девальвация это может быть хорошо, потому что большой, например, объем экспорта, а для других, наоборот, плохо, потому что большой объем импорта, ну и так далее. Иными словами, фундаментальные факторы, они не создают трендов, и их оценка является во многом эмоциональной. То есть он может быть по душе или не по душе, тот или иной фактор. То же самое и с новостным событийным анализом. По сути, только делают за вас это другие люди, пересказывают вам те или иные фундаментальные вещи, или рассказывают про какое-то яркое событие, вы на основании этого принимаете решение, допустим, там ставка ключевая изменилась, или нефтяной завод взорвался, еще что-то. Вы принимаете решение и в итоге ловите лосей, то есть ваши сделки закрываются по стоп-лоссу или ликвидации, или еще чему хуже. Поэтому, если вы пытались торговать новости и фундамент, то вы должны понимать, что эти методики работают, но они работают на очень долгих временных интервалах. То есть мы заранее, за несколько лет готовимся к тому или иному событию, к смене уклада, может быть, технологического, и набираем длинную позицию. Это как бы идет речь уже про инвестиции. Волновой анализ лишен этих недостатков. Здесь мы можем и прогнозировать тренды, и находить точки входа, и не опираться на по душе, не по душе. Про циклический анализ тоже скажу буквально пару слов, потому что это по сути, просто экстраполяция синусоиды в будущее без какого-либо механизма. Ни у одного из циклистов не существует никакой модели, которая бы объясняла этот механизм. Поэтому это тоже такая частная методика, по сути, тоже техника. Кроме этого, не существует никаких методологий по предсказанию будущего. Будущее, оно не детерминировано. То есть, а циклисты, они претендуют на хрустальный шар, но, к сожалению, у них это не получается. Технический анализ – это частный случай волнового анализа, то есть паттерны волнового анализа являются паттернами верхнего уровня. Допустим, когда у вас третья, четвертая, пятая волна на графике, и после них идет волны АБ, то вы знаете, что дальше пойдет волна
панацея. По техническому анализу это голова и плечи. Ну и так про все остальные паттерны, про все остальные модельки, в том числе и свечные, я могу рассказать, что вы просто видите какую-то частность на графике, которая объяснена с точки зрения происходящего уже волновым анализом намного лучше. Про астрологический анализ или там интуитивную торговлю, я думаю, вообще останавливаться не стоит, потому что здесь, ну, естественно, нет вообще никакой научной базы, быть ее не может, и, естественно, вся эта вещь не работает на перспективе. Волновой анализ работает, по сути, всегда и везде, и на всех рынках. Добро пожаловать! Вы изучаете самую классную методологию, которая действительно поможет вам понимать рынки. Волновой анализ был придуман Эллиотом, и до текущего состояния дел довел его проектор. Эллиот на протяжении многих лет занимался изучением котировок по индексу Dow Jones, и на основании своих наблюдений он выявил определенные закономерности, которые стали основой волнового анализа. С помощью своих наработок ему удалось сделать несколько очень классных прогнозов. Вы можете прочитать первоисточник, прочитать его книгу, если вам интересно. Но сейчас мы будем говорить уже про актуальную версию, про актуальную методологию, которую нам предложил проектор. Он стал, кроме того, что предложил нам актуальную методологию, он стал еще и отцом социономики, науки об истории социальных представлений. И именно на социономике базируется волновой анализ. Проектор уделил большое внимание стандартизации волнового анализа. Это позволило избавиться от шарлатанства и от себятины в этом самом анализе. Поэтому мы используем методологию проектора. Она самая проработанная, иными словами. Так вот, и, собственно, что же такое волновой анализ? Что же придумал Эллиот, довел до совершенства, ну, до текущего понимания проектор? Это такое представление, что рынки следуют определенным паттернам, которые называются волнами, которые в свою очередь являются результатом естественного ритма массовой психологии. И существуют эти ритмы, как я уже говорил, на всех рынках. Вы узнаете, что из социономики, которую я вскользь выше упоминал, мы знаем, что это все определяется эндогенно, то есть общество свое настроение формирует внутри самого себя, и внешние факторы на это повлиять могут только, скажем так, какие-то очень серьезные. Ну, например, непредвиденное извержение вулкана или там летящий метеорит, но такие вещи, как заявления политиков, решения по тем же самым ставкам и все что угодно, что вы можете придумать из области человеческого действия, это все уже заложено, скажем так, в цену, в общественное настроение, из которого, собственно, цена и появляется. Я обещал вам рассказать, что волновой анализ это просто, а начал вас грузить очень сложными вещами. Давайте вернемся на нашу грешную землю и попробуем угадать, что же скрыто за вопросительным знаком. Как вы думаете, что там может быть? Ну, конечно, я думаю, вы догадались, что там идет кружок. Предложу вам еще другую последовательность, уже последовательность цифр. 5-3, 5-3, как вы думаете, какая будет следующая цифра? Естественно, пятерочка. И вот тест уже чуть-чуть посложнее. Кружочки с цифрами, квадратики с цифрами, кружочки с буквами, квадратики с буквами. Тут тоже есть последовательность. Но, разумеется, в первом случае у нас будут 3 и 4 цифры, а символы будут кружок и квадрат. И во втором случае, где AB, естественно, буква будет C, а символ будет кружочек. И на основании распознавания подобных образов и строится весь волновой анализ. То есть мы ищем определенные повторения, определенные закономерности, они называются фракталами, забегая чуть вперед. И распознавая эти фракталы, мы, собственно, можем с определенной долей вероятности, с определенной долей достоверности определить, что будет происходить в будущем. Сформировать у себя в голове наши ожидания.
ну и на основании них, естественно, принять торговое или инвестиционное решение. Но когда мы открываем график, существует такая большая проблема, что мы не видим всей картины. Всегда, когда мы открываем любой график, мы, по сути, видим только часть происходящего на этом самом графике. Ну вот, с какого момента у ребенка появляется температура? С момента зачатия плода, или с момента, когда он родился, или с момента, когда у него она поднялась, и мы вставили ему градусник в известное место и начали ее измерять. Естественно, мы не знаем начальную точку, но когда мы меряем температуру, например, с определенными интервалами, мы можем увидеть часть этой самой общей картины. Но температура, она была всегда. То же самое и с аналогией с футбольным матчем. Вы включаете телевизор, не видите, где вы находитесь, то есть не знаете, это в прямом эфире идет, или там второй тайм, первый тайм. Но футбольный матч, он либо сейчас идет, либо когда-то раньше прошел, вы видите только его часть. И также точно и на графиках. Вы всегда видите только какую-то часть. Настроение общества, которое является основой для появления этих самых волн, оно было всегда. Мы видим только тот момент, когда, условно говоря, создалась та или иная криптовалюта. Например, с 2011 года у нас есть котировки биткоина. А биткоин создан был, например, в 2009 году. И, соответственно, настроение какое-то было и раньше. То же самое с любой компанией, то же самое с любой валютой страны, то же самое с любым индексом. Настроения, которые они отображают, настроения эти были раньше намного. А мы только видим часть этой картины. Поэтому наша задача не искать нулевую точку, а пытаться распознать, в каком месте мы находимся. И для этого, конечно же, нам надо использовать всегда самые старшие отрезки временные, называемые таймфреймами. И сейчас вот эти два примера, которые я вам показал, они на самом деле являются частью полного цикла, которого анимацию вы можете наблюдать на слайде. И волны, которые двигают рынок в направлении тренда более высокой степени, называют движущими волнами. А волны, которые движутся против тренда в более высокой степени, называют, соответственно, коррекционными. И запомните сейчас, пожалуйста, что движущие волны обозначаются цифрами. В данном случае слева здесь, видите, в круглых скобочках 1, 2, 3, 4 и 5, они все включены в движущую волну, которая в кружочке единичка. И всегда все движущие волны, которые находятся внутри них, волны же это фрактал, как я вам уже говорил, то есть вот посмотрите, например, волну 3. Она состоит тоже из 1, 2, 3, 4, 5. Тоже из циферок. А вот волна 4 является коррекцией. Она состоит из буквок А, Б, С, Д, Е. Другой пример — это волна 2, которая здесь справа в кружочке. Она состоит из букв. И вот смотрите, я здесь вам обвел участок номер 1 и участок номер 2. Это как раз те самые два участка, которые я вам демонстрировал до этого. Иными словами, все, что вы сейчас видите, это полный цикл. А мы же видим только его часть, вот эту часть. Я надеюсь, что этот урок у вас оставит позитивные эмоции. Если вам что-то непонятно, то обязательно заходите в наши чаты, ссылки будут в описании, чаты находятся в Телеграме. Там есть наставники и кураторы, которые вам обязательно помогут с решением самых сложных вопросов по нашему тесту. Не забывайте проходить тест. Если вы смотрите это видео на YouTube, то сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании. И, пожалуйста, если вам что-то непонятно, то переходите в чаты, в наши, задавайте вопросы, мы на них на все ответим. Главное, не теряйтесь. Если вам показалось сложно, то посмотрите хотя бы следующий урок, потому что погружение в профессию действительно может быть сложным, но результат, который вы получите, однозначно стоит того, чтобы попробовать пройти наш курс до конца. Всем пока, увидимся на следующих уроках.